Здравствуйте, господа! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас супер новинка, которая вышла 24 июня. Это у нас Hellbeast RTA от компании Hellvape. Как вы видите, здесь у меня две коробки. Одна запечатанная, вторая уже открытая, потому что я уже попробовал. И на самом деле и есть что рассказать, и есть что показать. В первую очередь, конечно, хочется сказать огромное спасибо компании Hellvape за то, что мне прислали вот эту вот всю красоту на обзор. Надеюсь, это наше не последнее сотрудничество. И, так сказать, они нас будут радовать с вами новыми девайсами, чтобы я вам всем эти девайсы показывал. Все, открыли. Этот у меня уже открыт, я уже его попробовал. Ну что, готовы? Давайте же сразу открывать, потому как интересно, очень даже интересно. Коробка у нас стандартная, естественно. Открываем еще. И что мы видим? Мы видим вот такой вот бак. Давайте мы его достанем и посмотрим поближе. Выглядит это все очень даже симпатично. Здесь у нас такая накатка. Тут у нас отверстие подачи нашего воздуха. Снизу у нас, как всегда, все по традиции, по классике. Сверху дрип-тип. Бак у нас сделан из анодированного алюминия и, так сказать, покрашен. Если посмотреть на коробке, то вот здесь вот у нас все это прекрасно видно, что это у нас алюминий. Давайте сверху. Крышка у нас имеет замки, так сказать, система Bayonet. Это уже такая достаточно классика в мире баков. Дрип-тип 810. Вот такой вот симпатичный. И при желании можно, конечно же, поставить свой 810. Все, вот таким вот образом выглядит крышка. И давайте же сразу к самому интересному. Естественно, зачем мы тут все собрались? Это у нас база. Так, сразу сходу, что хочу сказать. Качество исполнения на очень хорошем высоком уровне, потому как у нас ничего не закусывает, ничего не вот... Ход крышки мягкий, офигенный, прекрасный. Дальше, вот эта вот нижняя часть, которая вот откручивается и достается наша база, она также у нас откручивается очень хорошо. Резьбы не скрипят, не закусывает ничего. Сделано все качественно. И вот теперь давайте посмотрим. База у нас бесстоечная, вот такая вот интересная. Забавный момент, что вот это вот кольцо, скажем так, снизу, юбка вот эта вот, она крутится. Не знаю прям конкретно для чего это сделано, скорее всего для того, чтобы закручивать, но я попозже вам покажу момент, который может, скажем так, вам доставить некоторые нюансы, легкие, скажем так, трудности при установке койлов. Но в целом ничего страшного и критичного нет, но чуточку внимания, конечно, этому нужно уделить. Винты у нас под шлицевую отвертку. Не под шестигранник, я шестигранник не люблю, шлиц под шлиц гораздо удобней. Дальше, что у нас с обдувом? Вот это вот кольцо, оно снимается. Дальше у нас раскручивается вот эта вот часть. Опять же, резьбы прекрасные, офигенные. Вот к резьбам у меня вообще никаких претензий нет. Если вы присмотритесь, то купол выполнен в сферической форме. Это очень хорошо всегда сказывается на вкусе, и поэтому я считаю, что вот в этом плане классно, круто. Вот здесь у нас отверстие. Это нужно для того, чтобы подавать жидкость на нашу вату. Вон там у нас получается прорезь, и эта прорезь соединяется вот с этой прорезью, и у нас получается подача жидкости. Не буду пока говорить, как обстоят дела с пропиткой этого бака, всему свое время, так сказать. Обдув выполнен вот таким вот образом, просто очень много отверстий. Если мы посмотрим на кольцо, то здесь у нас можно выставить большое количество отверстий и, скажем так, чуть поменьше. Также можно просто выставить обдув, скажем так, нашу затяжку, так как вам нравится, при помощи вот этих вот большого количества отверстий. Теперь давайте посмотрим, что у нас в коробке. Я думаю, что здесь все, конечно же, у нас по стандарту. Так, имеется вот такая вот штука. Как всегда, допы, оринги, это нам не нужно. Ну, еще нам положили комплектных фьюзов. Один у нас Space, второй обычный. Но, естественно, нам это с вами не нужно. Кто вообще использует стандартные койлы? Если есть, великолепные и прекрасные. И вот как раз таки про них сейчас и пойдет речь. Подписываемся на телеграм-канал обязательно, потому как не зря здесь находятся две коробки, потому как если вы будете следить за новостями, то обязательно вот такая вот коробочка достанется кому-то из вас. Поэтому телеграм-канал, подписываемся. Устанавливать, я думаю, буду либо дизель 0.15, либо же, наверное, скорее всего, Кваделин. Так как у нас база достаточно крупная,
И она позволяет сюда поставить, ну, приличного размера койлы. Если что, бак у нас на 25 миллиметров, что и подразумевает то, что можно ставить сюда койлы, конечно, прям прилично жирные. И перед тем, как приступить к установке койлов, я вам покажу, что вот я уже пользуюсь вот этим баком. Работает все, конечно, классно и круто. У меня здесь установлен Эллен 007, где-нибудь здесь сейчас фоточку прикреплю. Я могу сказать, что, ну, мне прям понравилось. Эллен 007 вкуснейший и прекрасный. Теперь давайте мы приступим к установке койлов, но для начала я вам покажу, что я сюда поставил. Как я уже ранее сказал, что это у нас Эллен 007. Как видите, он по размеру сюда идеально вписывается, и по вкусу все так же прекрасно. Теперь мы приступим к установке. Давайте наглядно посмотрим, какие койлы сюда подойдут. Опять же, я всегда говорю исключительно про свой ассортимент, поэтому размер, конечно же, говорю про свои койлы. И вот если мы посмотрим на дизель 0.15 и прикинем к стойкам, то он сюда отлично подходит. Но если вы присмотритесь, то у нас еще расстояние, если брать этот койл, то можно еще плюс 2 витка доматывать. Так же, как я вот сказал ранее, Эллен 007 сюда великолепно подходит. Да вообще, тут, можно сказать, все подходит, потому как у нас база такая внушительных размеров. Вот давайте прикинем кваделин. Мне очень интересно самому попробовать именно, скажем так, койл для дрипок, но в баке. Почему бы и нет? Тем более, очень часто у нас люди спрашивают, а есть что-нибудь для бака? Супер-супер какой-нибудь там под 150 ватт, супер жирное. Вот, кваделин можно спокойно ставить и наслаждаться вкусом. Потому как кваделин это у нас, ну скажем так, вкус около эталонный. Смотрите, он сюда великолепно подходит, поэтому, вы знаете, я сейчас поставлю именно кваделин. Мне кажется, будет это просто шикарно и великолепно. Теперь нам нужно наглядно прикинуть, на какое расстояние нам обрезать ножки. Это у нас делается всегда все очень легко и просто. Вот так вот вставляется наш койл, и снизу у нас обрезаются ножки. Берем бокорезы, придерживаем снизу пальцами и отрезаем. Кстати, здесь вот стрелочка, скорее всего, она обозначает то, что именно этот размер, точнее длина ножек, конкретно под этот бак подходит. Все, обрезали ножки, и теперь нам нужно прикинуть, как он будет устанавливаться. Возможно, еще придется подрезать. Берем отвертку и откручиваем наши винты. Оправа у нас 3 миллиметра, естественно, и прикидываем размер. Да, все прям отлично у нас подходит. Есть небольшой зазор от базы, и койл желательно ставить выше, чтобы наш обдув заходил под койл. Так будет гораздо вкуснее. Так сказать, поверьте моему опыту. Все, теперь обрезаем второй койл. И перед установкой второго койла нам нужно, конечно же, зафиксировать первый. Закручиваем винты. И вот смотрите, какой момент с нашей базой, который я говорил в самом начале. Когда мы закручиваем винт, вот эта вот база у нас начинает прокручиваться. Поэтому нужно так придерживать. Будьте, конечно, аккуратны, потому как может там отвертка соскочить, потому как можно сдвинуть. Вот в этом плане смотрите очень аккуратно и осторожно, потому как можно немного травмироваться. Все, зажимаем. Зажимаем достаточно сильно. Зажали. Теперь берем оправу и выравниваем наш койл. Просто его отверткой по диагонали немного натянуть, и все. И все у нас будет работать. Также еще момент, который нужно сделать, это нам немножко в бок подвинуть, а потом еще раз в другой бок подвинуть. Это нужно для того, чтобы каждый виток друг к другу хорошо прилегал, не было никаких зазоров. Теперь будем устанавливать второй койл. Точно такая же у нас процедура. И как раз из-за того, что мы использовали вот эту вот специальный кондуктор, поэтому у нас койлы будут стоять сразу ровно. Все, закручиваем, придерживаем и койл, и, конечно, базу, потому как она прокручивается. Скорее всего, это сделано для того, чтобы вот здесь вот у нас пазы были, и они входили у нас вот сюда, в юбку вот в эту. Поэтому сделаны вот здесь вот такие прорези, поэтому база внутри, она крутится. Не вижу ничего в этом плохого. В целом все хорошо. И выравниваем второй койл. Также по диагонали. Влево его смещаем и в другой в бок смещаем, чтобы у нас каждый виток друг к другу прилегал хорошо. Также нам еще нужно не выходить вот за вот эти вот края нашей самой базы. Все, теперь все можно будет прожигать. Естественно, если вдруг кто-то не знал, когда вы распаковываете новый бак, желательно, очень прям рекомендую это все дело помыть, желательно с мылом, чтобы у нас, получается, бак был чистый. Именно это я сейчас пойду и сделаю. Все, бак я промыл, все просушил, поэтому можно теперь приступать к прожигу. Берем вот такой вот мод. Огромное спасибо прекрасному человеку, который мне дал на попользоваться, так сказать, для всяких разных видосов. Это у нас Один, длина оплата 250, так что идеально подойдет для наших квад-эллинов. Накручиваем базу и теперь будем приступать
приступать к прожигу. Еще момент касаемо вот этой вот юбки. После того, как вы ее помыли, вот эти вот отверстия, которые именно служат для подачи нашей жидкости, их желательно очень хорошо продуть, чтобы там не скапливалась наша вода после того, как мы это все дело помоем. И еще момент касаемо базы. После того, как вы ее промыли, будьте внимательны, потому как у нас же вот эта вот часть, она крутится. И там внутри скапливается вода, поэтому очень хорошо вот здесь вот в местах нужно продуть, просушить, потому как ваш мод может выдавать КЗ, потому как у нас вода, скажем так, замыкает. Начинаем прогревать наш койл и, конечно, сжимать керамическим пинцетом, чтобы у нас витки хорошо друг к другу прилегали. Не должно быть никаких промежутков, и все должно быть у нас ровно. Также, естественно, как всегда, не разогреваем сильно до красна, не стараемся сразу разогреть максимально койлы, потому как сейчас они у нас, так сказать, усаживаются. И чтобы их не повело, поэтому нельзя давать большую мощность и разогревать сильно до красна. Касаемо установки двух койлов. Здесь нет ничего сложного, если мы берем, например, MTL баки. Просто здесь делается все одновременно сразу с двумя койлами. Сначала этот сжали, потом другой сжали. Также еще внутри не забываем все это дело проглаживать, чтобы у нас, так сказать, витки рассоединялись и наше КЗ уходило. Еще момент, конечно же, после того, как мы прогрели, можно взять оправу, даже я бы сказал бы нужно, и выровнять, потому как сейчас уже произошла некая усадка и нужно немного выровнять койлы, потому как они должны у нас стоять максимально ровно. Но будьте внимательны, база у нас горячая, поэтому будьте осторожны и аккуратны. И еще раз я, конечно же, скажу, после того, как вы помыли водой эту базу, очень хорошо просушите ее, потому как даже ДНО-оплата может не сразу определить базу, нужно все хорошо продуть, прочистить, просушить, чтобы у нас не было там внутри влаги никакой, иначе будет плохо работать у нас это все дело. После того, как прогрели, можно поставить чуть больше мощности, я поставлю 50, так сказать, дальше начнем прогревать. Главное в этом деле не спешить. Так, греем дальше и убираем наши КЗ. Главное все у нас, чтобы было хорошо и ровно. Тогда у нас все будет максимально классно со вкусом. Тем временем вот такая вот у нас уже красота получается. Если вы присмотритесь, то на нижнем койле у нас между первым и вторым витком есть промежуток, поэтому нужно его хорошо сейчас сжать, чтобы у нас этого промежутка не было. Каждый виток должен хорошо друг к другу прилегать. Это очень важно. Вот такая вот красота получается. Койл, как всегда, окрашивается в красивый цвет. Обожаю эту процедуру. Она, так сказать, одна из моих любимых. Ну, помимо того, что мы получаем вкусный пар. Но это дело тоже очень-очень классное. Продолжаем убирать наши КЗ. И нам нужно все КЗ убрать. Самое главное, чтобы наши еще койлы разогревались одновременно. Если у вас какой-то койл разогревается медленнее, чем второй, вот видите, где-то там КЗ. Поэтому будьте внимательны, нужно просто убрать все КЗ. И тогда у вас койлы будут равномерно разогреваться. Также еще момент, если вы обрезаете ножки без вот этой штуковины, то у вас могут быть где-то ножки короче, где-то длиннее. Поэтому также могут койлы разогреваться немного по-разному. За этими нюансами нужно, конечно же, внимательно смотреть. Все же помним, что острыми краями пинцета ни в коем случае по койлу водить нельзя. Особенно, когда у нас вот такая вот красота. Я еще где-нибудь сейчас фоточку приложу. Вот именно вот этих койлов, которые я прямо сейчас устанавливаю для вас. Вот, поэтому такую красоту ни в коем случае нельзя травмировать пинцетом. Потому как оплетка у нас достаточно такая хрупкая, может повредиться. Что-нибудь может сместиться и будет работать некорректно и неправильно. Так, какой я момент заметил, что у меня верхняя часть мода достаточно прилично греется. Следовательно, эта вот база, она очень, получается, хорошо через себя пропускает температуру, если это у нас алюминий. Хотя не знаю, мне кажется, вот именно база сделана из нержавейки. Оно и видно в целом. А вот, скорее всего, конечно, вот эти вот все части, это у нас алюминий. Оно чувствуется достаточно легкое все. Поэтому мне кажется все-таки, что алюминий, он не везде. Естественно, база у нас из нержавейки. Так, все, сейчас еще подправим здесь вот, чтобы у нас все было ровно. Теперь можно поставить 70 Вт. Это, конечно, еще не рабочая мощность, но нам нужно хорошо теперь прогреть, потому как на большей мощности могут вылезти все-таки еще КЗ, а это нам не нужно. Но, как мы видим, все у нас разогревается равномерно. Все, прожиг у нас завершен, теперь можно укладывать вату. Конечно же, муджи. Отрезаем две полоски, достаточно широкие, поскольку у нас оправа 3 мм, поэтому и хлопка нам нужно немного больше, чем в койлах 2,5.
что в целом логично. Все, отрезаем полоски и сейчас будем укладывать вату. Делаем такую небольшую трубочку, стесываем лишнее, если, конечно же, чувствуем, а я чувствую, что немного излишки нужно убрать. Хлопка у нас внутри койла все-таки не должно быть слишком много, но и не должна вата у нас болтаться внутри койла. Все, укладываем вату, просовываем в наш койл, немного так вот прокручиваем и немного в стороны нам нужно пошевелить, чуть-чуть совсем. И следующий вот так вот просовываем, также, точно так же прокручиваем. Вот такая вот у нас красота получается. Как нужно оставлять наши хвосты у ваты. Изначально, когда ко мне в руки попал этот баг, я сделал по стандарту, по базу, так сказать, по край базы. Но этого количества хлопка оказалось слишком много. Поэтому как обрезается на этом баке хлопок? Мы берем ножницы, прикладываем вот к этой вот нижней части, там, где у нас получается юбка вот этой вот базы, приложили и буквально миллиметр в сторону, вот получается, приложили и миллиметр в сторону отодвинули. Вот такое нужно количество хвостов на этот баг. И смотрите, если мы прикинем, как у нас будет укладываться вата, то она, получается, ложится у нас идеальная. На этом баке я предпочитаю все-таки вычесать наши хвосты, чтобы у нас все хорошо пропитывалось, потому как койл у нас жирный, следовательно, испаряться жидкости будет много, и жидкость будет испаряться быстро. И чтобы у нас была моментальная подача жидкости на наш койл, нужно все-таки вычесать наши хвосты. Все, вычесали, и теперь можем обрезать вот это все дело. Я люблю еще раз обрезать, а не просто убирать это пальцами. Все-таки, когда это все выглядит аккуратней, оно даже как будто кажется и вкуснее. Все, и теперь нам нужно вот эти вот хвосты уложить в наши проточки. Берем обычный уже пинцет, изогнутый, и вот сюда мы это все дело опускаем. Старайтесь сильно плотно туда не пихать вату, потому как жидкость у нас должна хорошо проходить и смачивать нашу вату. Все, туда ее главное просто опустить. И с другой стороны нам нужно сделать абсолютно то же самое. Просто берем и туда ее опускаем. Вот видите, я выбрал хорошую длину, и у меня ничего нигде не торчит, нигде ничего не выпирает, что очень даже хорошо. Если присмотреться, то у меня вата вниз до вот этой вот подачи жидкости, до низа не доходит. Я все-таки предпочитаю, чтобы у нас жидкость немного затекала внутрь и уже потом снизу, получается, пропитывала вату. Я не люблю сильно плотно забивать проточки вот эти все и вам не рекомендую. Все, получается у нас вот такая вот укладка ваты. На самом деле все просто, но смотрите, не делайте длинные хвосты, чтобы вот здесь вот ничего не было у нас плотно. Тогда у вас будет хорошая подача жидкости на ваш койл. Берем специальный ароматизатор для нашего увлажнителя воздуха, и это все дело нам нужно прокапать. И сейчас будет самое интересное, это то, насколько вкусный этот баг. Ну, на самом деле я, конечно, уже его попробовал, но все по порядку, я чуть-чуть попозже это все вам расскажу. Хотя я думаю, тут в целом логично, что подобного конструктива баки, они на самом деле все достаточно вкусные. Все, это мы все дело смочили, и теперь будем собирать вот этот вот бак. Берем вот эту юбку. Так, надеваем это вот сюда. Там у нас замки должны быть. Так, дальше нам нужно стекло сюда надеть. И накручиваем вот сюда. Теперь мы должны выставить обдув. Еще раз давайте покажу вам обдув. Просто у нас вот такие отверстия. Если мы перекроем еще дальше, то у нас еще меньше воздуха и обдува. Также еще можно полностью перекрыть наш обдув. Но мне нравится больше всего на максимум, потому как у нас койл большой, и обдувать его также нужно очень даже хорошо и много. Собираем, накрываем и закручиваем. Теперь берем также нашу арому и заливаем. Я думаю, нам столько хватит. Надо, так сказать, на попробовать. И крышка. Крышка на самом деле очень классная. Тут ход очень маленький. То есть мы закрываем, буквально маленькое движение, все, крышка закрыта. Крышка очень удобная и комфортная, я могу сказать. Все, теперь самое время это все дело попробовать. Поставил 110 ватт, Кваделин. Ну, я могу сказать, что это прям топ. Это прям вкусно. Все, теперь мы перейдем к выводам. Конструктив. Конструктив интересный. Крышка у нас очень удобная, комфортная. База, стойки шикарные. Удобно все ставить. Все классно, круто. Цвета у них разные. Есть вот такой вот синий, есть розовый. Ну, какие мне прислали, такие я вам и показываю. Есть у них еще черный и еще не помню какой. Но где-нибудь фоточку, может быть, приложу. Касаемо вкуса. Ну, кто-то сомневался, что это будет невкусно. Ну, естественно, когда у нас два койла, еще и возможность поставить жирные койлы, купол у нас, а вернее именно сферический купол над, получается, над койлами, что также очень хорошо сказывается на вкусе. Короткая, небольшая шахта. Все, это залог отличного, великолепного вкуса. Тут
рассказывать особо нечего, это все прекрасно, это все хорошо работает, поэтому еще раз огромное спасибо компании Hellvape за то, что они мне прислали этот баг. Я с удовольствием буду, конечно, его использовать, и я думаю, что в дальнейшем много фотографий с этим багом вы увидите на моем канале или в нашем телеграм-канале. Еще раз хочу сказать, что подписывайтесь, следите за информацией, потому как вот какой-то из этих багов, синий или розовый, естественно, кому-то достанется из вас совершенно, так сказать, даром. Пишите, что думаете по поводу этого бака. Пишите в комментариях обязательно, каким баком вы пользуетесь, если у вас есть такие вот на 2 койла, жирные какие-нибудь монстры. Я знаю, есть баки, которые прям и на 30 мм, такие прям супер огромные. Может быть, пришлете мне такой на обзор, я поставлю туда что-то из ряда вон выходящего, я имею в виду из койлов. Также не забываем, что у нас есть супер эксклюзивная линейка койлов на американском материале Coil Cloud. Нигде такого нету в СНГ, у нас есть, поэтому переходим в телеграм-канал и изучаем всю информацию. Все, господа, вот такой вот был супер интересный баг Hellbeast. Подписываемся на канал, обязательно ставим лайки. Всем пока!